Утро, 15 мая 2023 года. Время сейчас 8:24. Вот горел костер, это бревно уже третий день, по-моему, горит. Все никак не сгорит. Вот почему надо толстое использовать. Оно как бы является основой. Вот это все угли. И к нему подкладываются небольшие кусочки. Комары прям с утра начинаются. Придется, видно, сейчас развести костер, и чтобы дым их отгонял. Наблюдал вчера в трубу. Ох, да чего же интересно. Приплыл сюда, значит, на лодке какой-то человек. Сначала вот там, он около вот того мыса стоял. Это более километра отсюда. В трубу видно, даже было, как он насаживает блесну на спиннинг, приманку там. Чуть ли не леску саму. В качестве, конечно, поразительно. Вот. Потом он приплыл ближе. Тут пытался что-то ловить. Тут уже ближе я рассмотрел, что именно за насадка у него на спинку. У него джиг-головка с какой-то пластиковой рыбой. Видимо, пытается ловить судака. Надо так думать. Тут довольно глубоко. Может, поэтому мне не удается здесь ничего поймать. Потому что щука, она все-таки на глубоких местах как-то не особо располагается. Вот, что интересно, когда он поплыл немножко ближе, я рассмотрел оборудование, лодка его, все. Но самое интересное, это электрический якорь. То есть он с носовой части лодки опускал в воду такой маленький моторчик электрический, который все время вращался то туда, то сюда. И в результате лодка, несмотря на ветер, оставалась на одном месте. По виду человек уже не молодой. Похож на пенсионера он был. Думаю, да, есть пенсионеры и такие. С таким оборудованием. Вот хорошо быть таким пенсионером, наверное. Не по помойкам рыться, а электрический моторчик на лодке устанавливать, чтобы он не давал ей смещаться в то время, как он ловит рыбу. Вот, а я переночевал. Вроде желудочное расстройство ночью меня не беспокоило. Что это было, не знаю, что. Пока повременю с капустой, потому что, в общем, не очень это все здорово. Сейчас заварю чай. Яйца, может, сварю. Сейчас костер разведу, такое костровое что-нибудь сделаю, что на костре хорошо готовить. Еще сегодня, небось, а может и завтра погорит. Но, скорее всего, сегодня сгорит вот это бревно. Тут есть еще и побольше бревно, недалеко отсюда. О, опять они. Бобры. Вот это ведро, видимо, для них это игрушка, что ли, какая-то. Где она? Вон ведро. Они его то вертикально поставят, то перевернут, то вообще вот сейчас откинули его куда-то. Тут где-то у них есть их домик, возможно, хатка где-то вот здесь вот, не знаю, где именно. Вот лежит бревно неплохое. Вот это, конечно, тоже неплохое, но это я не утащу, и пилить я его не хочу. Потому что зачем это надо? Тут есть доступные дрова. Вон я отрубил с помощью мачете ветку, но вчера так и не сжег ее. Вот она. Тут прям под боком дрова. А чуть стоит отойти в лес, там их полно. Вот тоже лежит.
полно. А возле, вот там я шел возле деревень этих, Хретень, Волоховщина, там такие завалы, это, ну, не дай бог пожар, не дай бог. Это будет просто кошмар, беда. Деревья толстенные, сломанные, видимо, ураганом каким-то, ветром. Тут ветра бывают сильные, Селигер славится этим, смерчи даже бывают. И вот они сломаны на высоте метров 5-7. И вот такие вот лежат как бы один на другом, стволы по метру толщиной, все это вперемешку, перепутано. Просто там, где дорога немножко вырезана, чтобы не мешало проходу. А лес весь заполнен этим делом. Никто не занимается расчисткой, да и некому тут, наверное. В общем, не случись лесной пожар, будет беда. Страшно это все. День вроде довольно тихий. В общем, сейчас задача ставить, заряжать оборудование, телефон, павербанк в первую очередь, потом уже для радио. И готовить еду, яйца, скорее всего, и чай. Вот такие первостепенные задачи на это время. Ну, радио, конечно, буду слушать и в трубу смотреть. Вот подскажу я вам, друзья, такую вещь. В лесу существуют гнилые деревья всякие. Вот они очень удобны для готовки, потому что с помощью них можно делать маленький такой огонек, легко регулируемый. Так что не игнорируйте гнилые пни, они тоже бывают полезны. Пусть будет. Я гвоздем буду вытаскивать аккумуляторы из держателя, а то они там крепко держатся. Ну вот, яйца поставил готовиться. Теперь они сварятся. Поем их с майонезом, с чесночком. А с капустой повременю, пожалуй. Потому что расстройство было. Может, нет капусты, я не знаю. Но стоит сделать паузу.
Сейчас закипит. Потом чайник вскипячу тут же на костре. Готовить-то на чем угодно можно. Был бы огонь. Сплавал не зря. Вот такой вот товарищ пойман. Суть по всему, это лещ. Причем не маленький лещ. Вот относительно пня его размер.
А пень тоже довольно здоровый. Так что будет у меня сегодня потеха. Лещ. А говорят, существует очень старинное блюдо русской кухни. Лещ с гречневой кашей. Я думал рис варить. Но выходит так, что придется гречку варить. С лещом. А леща пожарить, естественно. Столько этой пыльцы. Вон, оса даже напала на мои солнечные батареи. Вот. Что от пыльца залепила все батареи. Хотя, пока я плавал, телефон успел подзарядиться до 60%. Вот там в камышах вроде какая-то была поклевка на спиннинг. И причем что-то такого мощного. Трещал фрикцион, я дергал. Так-сяк, гнулся. А потом раз, то ли сошло, то ли что. Ну, в общем, какие-то первые намеки на поклевку на спиннинг вроде как есть. Ну, ладно. Лещ тоже неплохо. Лещ поймался в вершу на хлеб. Белый хлеб. Вот к чему белый хлеб-то приводит. Сейчас буду заниматься лещом. Почищу его от чешуи. Довольно-таки соразмерный лещ. Ну как его показать вам размер? Чего-то такое известного размера. Вот коробка спичек. Вот. Пожалуйста, каков лещ, чтобы оценить. Ну, не маленький такой лещ, нормальный лещ. Не огромный, конечно, лещ. Ну и не сказать, что какой-то совсем уж крошечный. А для одного человека вполне себе так поесть леща. Да, надо уже прекращать его мучения, а то он мучается. Нехорошо это. Ладно, займусь приготовлением пищи. Древнерусское блюдо буду делать. Как князья ели в те времена еще. В X веке впервые упоминается такое блюдо. Старорусское. Князь Игорь ел тоже. Но он, правда, больше курицу любил, говорят. Он шашлык из курицы делал. Даже в слове о полку Игореве есть упоминание, как князь делал курицу на углях. Ну, это уж как кому что нравится, кому рыба. Но рыбу он тоже вроде как ел. Это специалисты знают. Отрубание головы лещу. Опа. Их. Селигерская гильотина. Опа. Плавники тоже я все отрежу. Ну и теперь порубим его на порционные кусочки. Опа. А? Тоже порционно там порубилось. Так. Так. Забыла про нее. Икра в нем была. Так.
Ну, и хвост. Вот и все. Для чего мачете может применяться? Мачете. Чем надо потереть? Материал-то ржавеющий. Но, как видно, пленка оксидирования не слезает пока. Время от времени подтачиваю. Ну и так, довольно острая. Хороший инструмент. Очень даже. Посыпал слегка мукой его, посолил. Вот на масле будет жариться лещ. Деликатес селигерский. Ну и гречку принес. После леща займусь гречкой. Все на костре, по фэншую, так сказать. Думал на печке сготовить, вот на той большой. Ну, потом подумал, да ну, сейчас у меня как бы костровой этап идет. Приготовлю все на костре. Пожарю леща. На углях. Икра. Он недолго, в общем-то, жарится. С одной стороны несколько минут, с другой. И готов лещ. Потом займусь уже гречкой. Это немножко дольше. Ну, лук еще надо пожарить будет. Будет чем заняться. Главное, какое наслаждение. Тут я леща не помню. Много только лет назад ел леща, в 90-е годы. Это было как будто в прошлой жизни. Рыба пожарена. Теперь очередь за луком. Жарится лук. Все на таких вот слабых угольках. Вот для чего нужны гнилушки. Чтобы костра как такового не было, а были только тлеющие угли. Это для приготовления пищи. А чтобы был жар, огонь, нужны хорошие дрова. Вот. Рыба, лук будут приготовлены. После чего в этом сосуде я буду варить гречку. И все вместе это является великим старинным блюдом лещ с гречкой. Вообще гречка тоже пришла к нам, ну даже судя по ее названию, пришла к нам из-за границы, из Греции. Ну, может, с Византии, кто ее там знает. А так, вроде как, она изначально росла где-то в Гималаях. В Индии до сих пор гречку люди очень уважают. Там есть даже такой период, когда месяц едят только гречку. Правда, они ее не как у нас кашу едят. Они чаще готовят муку из нее и делают блины. Ну, вообще там блины распространены в Индии, на Шри-Ланке. Там блины люди уважают, понимают в них толк. Роти называется, например, на Шри-Ланке. Тут важно следить, чтобы не подгорело. Кухня индийская и шри-ланкийская очень хороши. Но лещей там, наверное, нет. Не знаю. Хотя, говорят, окунь есть.
Эх, не довелось мне половить там на спиннинг, да и ни на что вообще. А рыбы там, конечно, полно. Мурену видел. Видел, что ловят люди, в том числе русские туристы, руссо-туристо. Прям в море закидывают спиннинг. А местные проще ловят. К большому пальцу ноги леску привяжут и крючок с креветкой закидывают. Все это в море. И там обязательно какая-нибудь рыба схватит. Ну вот, и лук тоже. В общем-то, почти даже уже начинает гореть. Нет, хорош. Больше его особо жарить не надо. Вот. Так, как же мне быть-то? Сюда пока поставлю. Вот, теперь надо с гречкой заняться. Чай, кстати, на родниковой воде совсем другой вкус имеет, не то что на озерной. Получше. Теперь у меня источник воды прекрасный. Рыба-лещ. В общем, вот что такое внутренний туризм. Радио работает. Труба есть. Посмотреть так, чтобы немного. Спальник сушится. Ну и общая такая обстановка. Вот как все выглядит. Палатка. Солнечные батареи там лежат. Рядом, кстати, экскременты находятся. Какого-то зверька не крупного. Может, это поспособствует как-то зарядке. Не знаю. А вот джерковый спиннинг. Абу Гарсия. Next Generation. Пробовал вчера ловить на этот спиннинг. Что-то ничего не поймал. Но это на щуку исключительно. А тут что-то со щукой как-то туговато. Видимо, глубоко сильно. Может, она и есть вот в этих вот камышах. Даже, скорее всего, она там есть. Но ловить как там? Зацепится все. Я ловлю вдоль камышей, но там пока ничего не клевало. А вот там вот ведро лежит. Вот оно. Бобры с ним играют. Я сначала удивился, думаю, почему оно каждый день перемещается как-то, это ведро. А оказалось, это игрушка для бобров. Они тут где-то живут явно. И вот развлекаются, переворачивают его, ставят вертикально, потом опять куда-то перемещают. Интересные животные, непростые бобры. Вот, заряжается тут павербанк, батарейки. Фонарь я уже зарядил. Прям с утра, потому что фонарь это в первую очередь. А вот какие красивые ландыши. Очень красивые. Я стараюсь обходить их стороной, чтобы не затоптать. Такая вот полянка круглая, ландышная. Тут тоже, походу, что-то было. Может быть, домик какой-то, или сарай, или еще что-то. Не знаю. Тут место хорошее, есть родник. Может, тут и было какое поселение. А по карте, кстати, по карте я смотрел, вот там ближе к деревне, как идти, написано, есть воинское захоронение, братская могила времен войны. Я ходил, смотрел, думал найти, но нет, не нашел. Может, где-то там дальше. Ну, я дошел вот практически до речки. Там между мной и деревней речка. Захоронение вроде как показано перед речкой. Ну, не нашел. Но тот факт, что здесь вот патроны, парабеллум, ТТ присутствуют, говорит о том, что тут что-то с войны было. Ну и известно, что здесь где-то проходила линия обороны в 1942 году. В общем, тут события были во время войны. А с той стороны мы когда-то очень давно были там, находили блиндажи.
В общем, тут была война. И вполне возможно, что и в этих местах. Но вот, кстати, я скажу, в этом месте не чувствуется никакого ужаса, как вот в некоторых других местах тут на острове. Не знаю почему. Это необъяснимо. Есть места здесь, где прям страшно находиться, особенно ночью. Жуть берет. Необъяснимый ужас какой-то, прям до костей пробирающий. Страшно, вот сидишь у костра, страшно обернуться. Тут нет такого, к счастью. Вот настоящее море. Готово великое блюдо старинное. Гречка. Она с луком. Вот лещ. Вот ложка. Пойду сейчас вот сюда вот на коврик. Лягу, буду смотреть на озеро и есть блюдо. Думать о далях, просторах озерных. О том, как рыбы там плавают. Бобры суетятся в зарослях. Так, а батареи солнечные опять надо перекладывать. Вот весь день вот так вот и хожу, перекладываю. Заряжается все это медленно. Ну что делать? Что делать? Хоть как-то заряжается, и то хорошо. В принципе, каждый день у меня есть зарядка. И радио работает, и фонарь работает, и телефон. Вот батарейки эти. 14500. А этот... Сколько там? О, уже 95%. Но, к сожалению, у него... индикатор от зарядки не очень точный. Непонятно, сколько же он на самом деле заряжен. То есть он хорошо заряжен, как 99, и после этого еще какое-то время позаряжается. Вот тогда он заряжен. Ветер немного изменился. Это меня не сильно радует, потому что он стал как раз в противоположную сторону от того, куда мне надо будет плыть, когда я буду возвращаться. Ну, как обычно, закон подлости. Сюда плыл, ветер был встречный, боролся я там со стихией. Слава богу, нашел это местечко. Обратно поплыву, похоже, в подобных условиях. Ну, что ж, того стоит. Ну и потом попробую, вот бревно там здоровое лежит. Хочется мне его вытащить. Вон оно. Вот это вот. Не которое слева, вообще огромное. Которое справа, пониже там. Вот, его я хочу вытащить. Ну, может, распилю, если совсем уже не будет поддаваться. Потому что вот этот пень, он уже сильно прогорел. И на сегодня, ну, только на сегодня и хватит, если к нему что-то еще подложить. Китайцы тут поют. Буду есть, тоже есть хочется. На коврике тут вот возлежать. Ой. О, какая крупная гречка-то. О, рассыпчатая.
Эх, крышку забыл, ну ладно. Что-нибудь приду. Так, попробуем для начала икру. Простые люди редко икру едят. Это не для простых людей. Вот рассказывают, что когда... Так, посмотрим. Да, немножко надо посолить. В Китае, когда были испытания для тех, кто хотел в Шаолинский монастырь, по-моему, поступить, там как делали? Людей долго у ворот держали. Да, князь Игорь знал толк в хорошей еде. Викингом он был. Слов нет. Ну так вот, держали их долго, без еды, без всего. Потом монах выходил, выносил лепешки. Ну и уходил, не сказав ни слова. А потом, спустя некоторое время, выходил другой монах, даже не один, несколько. И они несли огромный котел супа наваристого, жирного. И всем раздавали чаши такие керамические с отверстием внизу. И люди недоумевали, как же так, как же есть суп. А оказывается, они таким образом выбирали самых умных людей, которые лепешку, выданную сначала, не съели, а сохранили. И тогда, когда им выдали миску с отверстием внизу, они могли подложить эту лепешку, закрыть и, удерживая таким образом, есть суп. Ну и потом там продолжались другие испытания. А самое последнее было вообще интересное. Человеку, который прошел практически все эти испытания, давали какую-то сумму денег и отправляли в деревню покупать продукты. И он должен был вернуться и вернуть сдачу. Причем там у них, у монахов, была договоренность с торговцем, что как бы цена будет немного ниже. То есть ему дали денег так, что он должен вернуть сдачу, допустим, там 10 юаней. А у него в результате торговли с торговцем образовалось 12 юаней. И вот они смотрели, вернет ли он 10 или 12. Если он возвращал 12, то тогда его брали. А если возвращал 10, то с позором изгоняли. Иногда даже избивали. Потому что монахи знали боевые искусства. Поэтому, представьте себе, чтобы шаолинские монахи носили часы за несколько миллионов рублей. На мой взгляд, невозможно. Только у нас такие монахи есть, продвинутые. Князь Игорь про соевый соус не знал ничего. Может, это осквернение будет. Я, пожалуй, добавлю слегка. Ой, не падать. И перцы. Тоже князь Игорь про это не знал. В то время еще Америку не открыли.
Про черный, может, он и знал. Черные в Древнем Риме знали. Это вот, наверное, Ци Ши Хуанди ел такой император китайский. Просто нереально вкусное блюдо. Ох. Гречиха. Магическая крупа. В тибетских монастырях ели ее. Да и индуисты едят тоже. Не только буддисты. И нам, простым людям, можно. Тоже духовно слепы, в отличие от Далай-ламы, например. Всем гречка полезна для того, чтобы хоть попытаться достигнуть просветления. Посмотрим, что за мясо лещевое. Ну, конечно, костлявый, видно сразу. Стараюсь косточки извлечь. Ну, что делать? Это просто плевать на эти косточки. Да. Вот почему у нас лещи не продаются в магазинах? Ни разу не видал. Может, тут на рынке никаких? Тоже не видно. А так бы хорошо свеженького леща. Ну, костей. Ну, костлявая, да. Как бы не бывает розы без шипов. Это не роза, если шипов нет. Нежность. Сама нежность. Это получше, чем щуп, честно сказать. В общем, буду есть, наслаждаться. Вот и все, что осталось от леща. Такова уж закономерность нашей жизни. И от нас когда-нибудь останется что-то подобное. Всему свое время. Но вкусный был лещ, надо признать. Пойду снова перекладывать солнечные батареи. Сегодня день удачный. Поел леща с гречкой. В спальник уже пора обратно в палатку отправлять. Он уже совершенно точно просох. Ну, а я отдохну сейчас немножко после еды. Потом буду компот делать. Из родниковой воды. Сухофрукты-то еще у меня кое-какие остались. Я в Осташкове в пятерке купил. Я в Магните. В пятерку я не захотел ехать. Магнит. Но тоже обломался. Плохой магнит. Вот. Купил там
чернослив и изюм развесные немножко. Один раз я уже варил компот. Вот сейчас попробую сварить еще разок. Компот такой хороший получается из этих сухофруктов. Насыщенный, особенно из-за чернослива. Ну и изюм что-то придает, какую-то свою нотку. Сахар тоже у меня есть. Надо все это использовать, расходовать. Времени у меня уже осталось не так много. Сейчас 15-е. Числа 20-го я, наверное, отсюда буду уже уезжать. И поеду в обратный путь. Тоже не знаю, в один день удастся ли мне все это проплыть. Как бы физически-то возможно, но очень тяжело будет. Все-таки не байдарка, а тихоходная лодочка. Особенно если ветер, это будет преодоление, превозмогание. Я этого всего не люблю. Так что, может, и 2 дня потребуется. А уезжать мне 23 мая 2023 года. Эх, сегодня насыщенный был денек. Много было всего. О, чай на родниковой воде. А началось-то все с чего? Я отправился на лодке ловить рыбу. Ну и проверил верш, так уже не надеясь, потому что столько раз я ставил ее. Ставил. Ничего. И тут на тебе. Большой лещ. Большой лещ вошел в эту вершу. Я половил еще на спиннинг немного. Ничего не поймал, хотя один раз было подозрение, что вроде как что-то цепануло. Ой, это осина там лежит или какая-то такая. Воняет, кошмар. Ну и хорошо, комаров тоже будет поменьше. Вот. В общем, занимался с лещом. Решил воспроизвести древнее блюдо русской кухни, старинное. Называется лещ. Лещ в гречневой каше. Говорят, даже князь Игорь такое ел. Хотя это не точно. Вот. Все я делал, жарил, как там положено. Лещ отдельно, лук отдельно. Гречку сварил. Она, кстати, еще осталась. Все это заняло какое-то время. Но вкусно. Это просто вот потрясающая вкуснота. Удивительный вкус, нежное мясо. Ну лещ, ну что говорить, лещ. Потом опять поплыл. Немножко переставил эту вершу. Причем видно вот даже отсюда бутылку. Я смотрю в трубу. Думаю, зайдет еще больше туда лещ. Начнет дергаться там. Я увижу, что бутылка тоже чуть-чуть дергается. Поплыву, вытащу. Но это, конечно, так, мечтание. На самом деле ничего этого не будет. Если и зайдет, бутылка дергаться не станет от этого. Половил на такие-сякие приманки. Ничего, глухо. Наверное, здесь только одни лещи. А хищной рыбы нет. Хотя, видел я тут, как какой-то пенсионер приезжал на лодке такой со всякими прибамбасами, с электроякорем. И ловил на спиннинг вот там и вот там. Я в трубу смотрел, замечал места, где он ловит. Но он на джиг ловил. Наверное, судака, скорее всего. Что ему щука-то? Это щука для простых людей. А там человек непростой явно. Вот. Судака. Судак — это рыба более благородная.
Ну, я тоже попробовал, ничего не поймал. Вернулся, а тут рой комаров. Вот сейчас вот радио, если выключить, страшный звук, вот это у-у-у-у. Вот там в камышах, вот это все комары. Здесь просто облепляют. Пришлось разжечь костер. Но опять же, костер. Чтобы он более-менее долго горел, надо, чтобы толстые были. В результате я вот эту осину огромную тащил вон оттуда, прям буквально от воды, вытаскивал. Чуть не надорвался, она весит не знаю сколько. С помощью веревки волочил ее, волочил, палку вставил, волочил. Ну, в общем, дотащил. Но зато теперь у меня будет костер долго гореть. Вот сейчас у меня какая задача? Гигиенические процедуры. Ногти я сегодня подстриг. А теперь надо еще и побриться. Немножко воду разогрел. После чего, после того, как побреюсь, планирую в этом котелке делать компот. Чтоб уж совсем, как сказать, подвести итог дня полный по питанию. То есть утром я ел яйца вареные с чаем. В обед ел леща с гречкой, ну тоже с чаем. Не знаю, буду ли я еще есть что-нибудь сегодня, вряд ли. Но если захочется, вон гречка там. Пока что-то ничего не хочется. Ну и хочу сделать компот, чтобы как бы вот завершить. А для этого надо вот эту воду, которая там есть, использовать. Вот я ее в гигиенических целях применю. Потом пойду на родник. Еще наберу воды. Вон я там набрал бутылку. Да чего хорошая, качественная вода в роднике. Холодная, прозрачная. Чай на ней прям... это прям вот каждая его нотка вкусовая чувствуется. На озерной такого нет, хотя она тоже хорошая. Озерная вода. Вот, радио. В общем, все хорошо с ним, но только, я так понял, в нем какой-то дефект в антенном гнезде. Там нету нормального контакта. Многие, обзоры есть на этот приемник. Вот там, что он ловит не очень. Скорее всего, дело в этом. У него врожденный какой-то дефект с этим гнездом. То есть, если туда вставить провод и его там шебуршить, видно, что в определенных положениях он раз начинает хорошо ловить четко, вот как сейчас. А в других чуть отойдет все. Я спичку вставил туда, вроде нащупал это положение. Но приеду домой, я его раскручу и посмотрю, в чем там дело с этим разъемом. Может, заменить надо. Но это я разберусь. Главное, нутро само работает. Приемник зачетный. Лучше, чем тот, что у меня до этого был. Но он и остался, я его не стал никуда девать. Он на всякий случай тоже будет. Но это как бы на порядок старше. У него всякие функции есть, он более продвинутый. Подсветка есть. Хотя я особо не пользуюсь подсветкой. Так иногда включаю. Некоторые заменяют в нем подсветку на синие, белые светодиоды. Я считаю, что это неправильно. Потому что это нарушает как бы аутентичность. Вот этот вот ретро-дизайн. Тут все ретро. Труба ретро, приемник ретро. Это приемник от 96-й год. Где-то вот так он был выпущен. Труба это вообще, возможно, 80-е годы. То есть это вот самые лучшие годы, на самом деле, вот как по моему мнению, в моей жизни, во всяком случае, 80-е и 90-е это были самые лучшие годы. И вот то, что у меня есть из тех лет техника, это греет душу. Вот. Вот, а вот рассказывают интересно. Рассказывают что-то там. Бусурманы. Ох, чай хороший.
на родниковой. Вот для чая качество воды, ой, какая же осина ядреная, кошмар. Как горячий и едкий дым идет. И куда от него деться? А денешься от него куда-нибудь, комары съедят. Вот так вот. Ой. В общем, день сегодня интересный. Ну, заряжал, естественно, батареи солнечные. Ой, кошмар. Осина. Опять повербанк стал барахлить. 99% зарядился. Зарядил от него телефон. И он 5%. То в начале похода я заряжал там, ну, 60%. Сколько там оставалось? А сейчас нет, что-то с ним стало. Может быть, вот от того, что каждый день заряжаю, разряжаю, как-то заглючили там аккумуляторы, не знаю. Что ж делать-то? Как от дыма-то этого уберечься? Вот может вот так. А он сейчас повернется. О! Маккензи там какие-то. Бездуховные люди. Ничего в духовности не смыслят. Вот про шаолинских монахов думал. Все-таки они, конечно, многого достигли, но как бы, ну, в общем, что говорить. Боевые искусства они познали. Хотя научил-то их индус. Из Индии какой-то беженец. Тоже по политическим соображениям. Бодхидхарма, что ли? Как-то так его звали. Он приехал туда, в Китай. А там люди еще не знали ушу. Ну, он им показал немного. Жил на горе где-то там. Шаолинь — это значит молодой лес. В молодом лесу жил. Вот, стали люди приходить. Он учил их. А сам он был из касты кшатриев, то есть воинов индийских. И что-то там повздорил с каким-то раджой, то все, не знаю из-за чего. Пришлось ему, в общем, скрываться в Китае. Ну, там в то время на буддизм гонения были в Индии. Ведь как бы буддизм в Индии зародился изначально. А потом... Сейчас в Индии особо много буддизма нет. И он распространился на другие страны. Вот, в частности, на Шри-Ланку, на там Непал, ну, в Китай, конечно. Вот и в частности, вот Бодхидхарма этот, он прибыл в Китай. Учил, значит, местных крестьян боевым искусством, древним, индийским. Ну и про 4 благородных истины рассказывал. 8-ричный путь. Все вот про буддизм он там вот все это рассказывал такое. И люди занимались боевыми искусствами, ну и учились мудрости. А потом он... Непонятно, куда он делся. В общем, говорят, он типа как бы смерть свою инсценировал, типа как бы умер, там все, его похоронили. А потом что-то решили проверить, он правда умер или нет. Раскопали могилу, а там только тапок его лежит. И поэтому изображают его
ушедшим в одном тапке, в одном сандалии. Говорят, на запад он куда-то ушел. Куда он там мог на запад уйти? В Уйгурию, может, на Иссык-Куль. Но мы про это не знаем. Никто не знает. Тем не менее, в Китае вот зародились после этого боевые искусства, совершенствовались, сами китайцы их развивали. Вот появились там разные стили, школы. Все это было тесно связано с религией, в монастырях, внутренние школы, внешние школы, такие-сякие. 1000 лет люди учились. Ну и сейчас возрождается Шаолинь. Но, конечно, это уже не совсем то. Не совсем. Какие-то остатки там остались, но именно глубинного знания, то, что Бодхидхарма вот этот вот учил, мало уже, мало. Просто не сохранилась традиция этой. Во время культурной революции все это Мао Цзэдун там истребил всех монахов, всех верующих людей. Кому-то пришлось скрываться. Ну и раньше еще, и при императорском Китае с ними проблемы были. В общем, до наших дней, ну, как бы, все вот эти движения, там, все, они сохранились, да, но именно тонкие практики, вот то, что было характерно для внутренних школ, они либо где-то есть в очень глубоком подполье, либо вообще не сохранились до наших дней. Это именно вот связано с движением энергии Ци, когда там всякие паранормальные явления. Когда, допустим, была тренировка такая у учеников, вот свеча горит там на расстоянии 10 метров, надо ее потушить. Или в темноте 2 человека стоят, один вот так вот держит бумажку, другой снизу пальцы так вот держит. И один распускает пальцы, другой должен пальцами бумажку поймать. И другие там многочисленные умения, которые требуют именно нормальных таких способностей. Именно ясновидения какого-то, вот что-то, или там телекинез. Ну, вот это вот все, к сожалению, сейчас то ли очень глубоко скрыто, то ли утрачено. Неизвестно. Ну, в общем, что об этом рассуждать? Что есть, то есть. Даже физические упражнения, которые Шаолинь практикует, и то очень хорошо. Тем более вот растяжка, например. Я вот по себе чувствую, что растяжки-то уж никакой нет. Ну, возраст. Да и не занимаюсь я. На возраст, конечно, грех. Грех на возраст все списывать. Это легко. Но не очень-то это правильно. Почему? А потому что в том же Шаолине, например, известна была могила монаха одного, и на ней написано было: здесь лежит мастер, такой-то, фамилия его, инициалы, который в 86 лет провел учебный бой с 15 опытными монахами, которые каждый из них тренировался около 20 лет, и каждому из них было около 40-45 лет. То есть это были в самом расцвете сил именно сверхтренированные монахи из Шаолиня. В результат боя старый мастер не получил ни одного удара. При этом 7 человек из 15 они вынуждены были обратиться за медицинской помощью. По сути, реанимацией. Потому что у них там спарринги проводились полный контакт. То есть дедушка их
так отделал, что потребовалось лечение. А еще остальным, лечение не потребовалось такого серьезного, но, видимо, они тоже были не слабо избиты. Вот к чему надо стремиться, чтобы в 86 лет показывать такие результаты. Так вот вечер 15 мая 2023 года. Опять такое же небо удивительных тонов пастельных. Никого. И это очень здорово. Комары немножко поутихли. То уж думал грешным делом, как же я в туалет пойду с такими тучами комаров. Когда просто от костра не отойдешь ни на шаг. Притащил я это бревно, оно разгорелось. Подкладываю туда вот такие гнилушечки. Сейчас вечерняя рутина будет. Я буду переодеваться, одевать более теплую одежду, потому что сейчас уже 16 градусов. А будет дальше еще холодней. Солнце заходит, все. Вот здесь я компот варю по новой технологии. Набрал в роднике воды туда, вскипятил ее сейчас, потом положу компоненты, сахар, сухофрукты. И еще немного покипячу. Почему так? Обычно-то я сразу закладываю, но тут очень большой риск существует забыть про это все. И компот чрезмерно выпаривается, там уваривается. Конечно, вкусный получается, но мало. А это ни к чему. Вон китайское радио про наряды эпохи династии Тан. Ой, что только там не рассказывают. Но самое, конечно, интересное, это было про Си Цзиньпина, про китайского руководителя. Там порой передают про то, как он жил, как он пришел к всеобщему уважению, что стал великим лидером. В общем, там была история такая. Он, образованный был человек, студентом был. А во время культурной революции гонения были на таких людей. Родители его арестовали, посадили в тюрьму. Тоже они были профессора, что ли, там. Неважно. В общем, образованные люди. А хунвейбины, это такие, типа как идущие вместе, там, такого рода. Или Гитлер-Югент. Хунвейбины были. Молодежь такая оголтелая в Китае. Они профессоров чернилами обливали, там всячески издевались. А на юге Китая даже были случаи людоедства. Неважно. Так вот, хунвейбины издевались над его родителями. А самого его, Си Цзиньпина, его сослали в деревню какую-то очень далекую с целью перевоспитания. Деревня эта была в местах таких с не очень плодородной почвой, гористая местность. Только свиноводством там занимались, каким-то образом разводили свиней. Единственное, что там было. И какие-то минимальные посевы, там, не знаю, что там сажали, как. И Си Цзиньпин, по-моему, лет 7 там жил, в земляной норе. Клопы его доставали, всякие насекомые. Он при свете керосинки читал умные книги. В частности, зарубежную литературу читал, изучал в норе в этой своей. Все это по радио передавали. Как
с ним было. Ну так вот. И однажды он прочитал про то, что в некоторых странах свиной навоз научились перерабатывать и из него получать горючий газ. Ну, биогаз. Он прочитал, как это делается, пошел к местному руководителю деревенскому, общины местной, рассказал ему. А дело в том, что там все готовили на угле. И люди болели, потому что прямо в домах у них этот уголь горел. И все эти чад, дым, вонь, дышать нечем, легочные заболевания. Вот. И он рассказал, говорит, что вот можно навоз, который девать некуда, превращать в газ. Но для этого нужен там цемент, камни, ну и вообще работать, ямы там копать, ну много чего, кирпичи, все это необходимо. Ну, староста подумал, поверил ему и все это выделил и освободил его от обязательных работ. Там камни он, по-моему, какие-то дробил или, ну, в общем, тяжелый труд был. Вот. И он вместе с крестьянами, они стали строить биогазовую установку. Строили ее несколько месяцев. А что это такое? По сути, яма большого объема, 7 кубометров, и все это навозом заполнено. А сверху перекрытие. Вот, газ выделяется через трубу, идет, и дальше уже можно использовать его так или иначе. Вот, построили они, заправили навозом, все, там процесс запустили. Туда еще коровий навоз надо добавлять, потому что в нем содержатся бактерии метаногенные, которые вот, собственно, газ-то и вырабатывают. Все это они выполнили. Ну и настал торжественный день, когда должен был газ пойти. Все собрались, вся деревня. А в Китае деревня это несколько тысяч человек, может быть там 10 тысяч человек, 20 тысяч. Много, как городок такой средний у нас. Все они собрались, и Си Цзиньпин торжественно должен был открыть установку. И вот он повернул кран, но ничего не произошло. Газ не пошел. Народ стал волноваться, потому что все-таки стройматериалы затратили, трудились люди, поверили ему, а тут такое. Вот. Но он не поддался никакой панике. Он понял, в чем дело. Он подлез туда, под это перекрытие, и ударил молотком по трубе. При этом на него хлынул мощной струей навоз. Вот. Но газ пошел. Все ликовали, все радовались. И потом, ну, как бы они там провели домохозяйство, стали на газу готовить, свинину там тушить, все это, ну, как что положено делать. Си Цзиньпина благодарила вся деревня. Чуть ли не на руках его носили. Поверили ему, и он сделал. Вот что значит руководитель настоящий. Ну, и потом постепенно началось его движение к вершине власти. Вот как об этом рассказывали по радио. И вы знаете, что до сих пор, иногда, когда у него есть время, он же сильно, очень занятой человек, в общем-то, управляет такой страной, как Китай. Это дело непростое. Все-таки, когда у него есть время, отпуск там берет, не продолжительный, он в эту деревню возвращается, проверяет, как установка работает биогазовая, с жителями общается. Там его очень любят. Там просто культ почитания Си Цзиньпина в этой деревне. Потому что с тех пор гораздо здоровее стала жизнь там. Они перестали болеть, перестали задыхаться там от этого угля. Все на газу готовят. Даже в соседнюю деревню через горы провели газопровод от этой ямы.
Вот. А так бы не слушал я радио, никогда бы и не узнал об этом. Поэтому радио хорошо послушать. Интернет это одно, а радио это все-таки совсем другое дело. Там, возможно, что и в интернете где-то в официальной биографии Си Цзиньпина есть этот факт, но, скорее всего, изложен скупо, парой строк, что вот построил установку там-то, а вот эти все детали, как бы весь драматизм события, только в рассказе человеческом можно почувствовать. Ладно, что тут говорить. Одно дело Китай, другое дело у нас тут все иначе. Всех свои порядки. Ладно, буду готовиться к вечерне-ночному периоду. Одеваться и утепляться. Фонарь достану, лодку уберу оттуда. Все тут приберу и буду сидеть возле костерка, заниматься приготовлением компота.
Elinde sazı sen göklerde dalgalan.